Я всех приветствую зрителей моего канала, и в этом видео своим монотонным и унылым голосом я расскажу вам об отличном ноутбуке от компании MyBenben. Почему отлично, вы спросите, а я отвечу, потому что цена, еще раз цена. И за эти денежки, за 95 тысяч именно с таким железом внутри вариантов очень и очень мало. И как правило, такие ноутбуки стоят больше сотки. И в этом видео мы рассмотрим интересный ноут и возможно замену стационарному компьютеру, оценим его преимущества и недостатки, разберем, раскрутим и посмотрим на железо внутри. А внутри, судя по маркировке, стоит 10-ядерный 16-поточный i7 процессор и дискретная видеокарта новой серии RTX 4050 с поддержкой DLSS 3 версии, и это очень важно. Потом объясню, почему стоит брать именно ноутбуки с чипами RTX 40 линейки за счет генерации кадров DLSS. Все же в 2023 именно из-за новых версий DLSS стоит больше смотреть именно в сторону 40 серии, да и почти уже все компании в своих ноутбуках плавно перешли на новые видеокарты. В общем и целом обязательно оценим новую RTX 4050, запустим парочку игр, но сперва немножко полезной информации. Друзья, и раз уж речь зашла о запуске игр, то обязательно стоит вспомнить о замечательном сервисе Ice Games, ведь это многофункциональный сервис для геймеров с удобной навигацией, где вы сможете не только купить лицензионные ключи для компьютерных игр и для консолей, но и выгодно пополнить баланс своего аккаунта в Steam. Ice Games продает игры, которых нет в российском Steam, с моментальной доставкой. А сейчас, друзья, внимание, отличная новость. Ice Games в партнерстве с Яндекс.Сплит запускает новый способ оплаты, который поможет вам не беспокоиться о повышении цен. Речь идет про оплату через Яндекс.Сплит. Я сам лично пользуюсь сплитом постоянно и покупаю различные железки и плачу частями. И вот в нашем случае с помощью Яндекс.Сплит вы сможете вносить сумму за покупку частями и наслаждаться полученными играми прямо сейчас. Как это работает, вы спросите? Очень просто. Смотрите, стоимость вашей покупки делится на равные порции, после чего списывается первая часть, а остальные части вы можете распределить на 2, 4 и 6 месяцев, как вам удобно. Но еще раз повторюсь, после оплаты первой части вы сразу получите свой ключ, который вы сможете использовать сейчас. Это очень удобно. Сам же сервис Ice Games имеет постоянно растущий ассортимент, появляются новинки, и я лично часто просматриваю вкладку «Оплата без комиссии». Там множество крутых хитов, как и на ПК, так и на Xbox. Например, это Days Gone, God of War, Horizon Zero Dawn, Remnant вторая часть и еще множество иных проектов. Ну а если так вышло, что вы не нашли желаемых игр на сайте, то вы можете ее купить через Steam, пополнив кошелек на Ice Games. Делается это очень просто, никакого геморроя с WebMoney и его верификациями, без риска блокировок карты Kiwi, а также без скрытых комиссий. И если вам что-то непонятно и есть вопросы, не стесняйтесь, обращайтесь в техподдержку, и ребята ответят вам за 2 минуты. Ну и в конце, друзья, бонус. Специально для подписчиков моего канала Ice Games снижает комиссию на пополнение российских аккаунтов Steam до конца октября. Поспешите, ссылочки в описании. Ну а мы вернемся к теме нашего видео. Итак, MyBenben X527 оснащен, еще раз повторюсь, процессором Intel Core i7-12650H. Это достаточно, знаете, мощный процессор для большинства задач. Плюс ноутбук при этом имеет дискретную видеокарту RTX 4050 на 6 видеопамяти, что для Full HD монитора на ультра больше чем достаточно. Я сказал, кстати, Full HD монитора, тут стоит уточнить, Full HD дисплея данного ноута с IPS матрицей на 144 Гц. Это важно, причем действительно отличная матрица, не самая далеко дешевая. Цветопередача, как по мне, достойная, запас яркости тоже выше среднего, но и самое важное для геймеров — это наличие 144 Гц. Для тех, кто знает, насколько это важно и приятнее работать за таким дисплеем именно для зрения и восприятия против 60 Гц, те, конечно, понимают, что без этого в 2023 уже просто никуда. Ну окей, раз уж речь зашла о железе, наверное, стоит все же открутить нижнюю часть корпуса, снять крышку, чтобы оценить содержимое внутри. Делается это очень просто, откручивается 8 винтов и при этом не нарушаем никакие гарантийные обязательства. Прокачивать ноутбуки в MyBenben действительно позволяет, и делать замену SSD и памяти тоже можно, так что нет с этим проблем. Итак, видим с вами, что у нас на крышке имеется металлическая вставка для охлаждения SSD накопителя. Это интересное решение. Вообще удивительно, знаете, что в компании подумали о таких мелочах. Далее под защитными вставками имеется оперативная память DDR4, 2 плашки по 8 на частоте 3200. И спасибо большое компании, что
сразу поставили 2 по 8, сделав двухканал, чем просто одну, скажем, на 16. Это очень важно именно для общей скорости ноутбука. Тут я просто плюсую. Далее у нас видим с вами SSD накопитель на 512, это быстрый NVMe в формате M2, ну и рядом буквально видим еще один свободный слот под такой же формат, и можно в будущем поставить хоть 10 терабайт, если вам захочется еще больше памяти. А я уверен, что люди, кто скачивают игры, им явно будет мало 512 на все про все. Так что, потратив там, в среднем 5-6 тысяч, можно купить еще один SSD-шник на 1 терабайт, и будет у вас большой запас именно в накопителях. В целом, что еще интересного внутри? Наверное, я бы отметил на удивление массивную систему охлаждения с множеством тепловых трубок и 2 большие крупные вертушки с двойными радиаторами по обе стороны на выдув. Насколько эта система окажется эффективной, мы узнаем буквально через пару минут. Протестируем и замерим температуру. В этом плане пока что нет вопросов, а вот к чему есть вопросы, так это полностью пластиковый корпус. И как по мне, немножко не хватает хотя бы просто металлической крышки, чтобы хоть что-то было из прочных материалов, а не сплошной пластик. Возможно, я просто привык, что часто попадают ко мне модели наполовину металлические, и полностью пластиковых тоже полно, даже среди больших брендовых компаний. В нашем же случае радует, что хоть и полностью пластиковый корпус, но это качественно собранная модель, не трещит, не люфтит, и на первый вид сложно отличить, из каких именно материалов сделан ноутбук. Что насчет интерфейсов подключения, то модель X527 имеет достаточное количество различных портов, а именно, перечисляю, это HDMI, мини-дисплей-порт, USB-C, USB-A, USB 3.0, вход под наушники, Ethernet и слот для карты памяти SD. Имеется также, конечно, и беспроводные возможности, это Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. В целом, абсолютно современные возможности подключения, и продолжать рассказывать обо всем этом можно очень немало времени, увеличивая хронометраж видео. Но я почему-то уверен, что 90% зрителей интересует вовсе не наличие портов USB и есть ли металлическая подложка на корпусе. А такие модели берут не только для работы, но и, конечно же, для учебы. Это понятное дело. Да, той самой учебы на ультранастройках Full HD с включенной трассировкой. Именно для такой учебы и просят у родителей школьники ноутбуки с видеокартами RTX. И вот сейчас, наверное, пришло таки время запустить и проверить, насколько успешно справляется с учебными тестами ноут, например, скажем так, в Киберпанке или в третьем Ведьмаке с RTX. Начнем, пожалуй, друзья, с Киберпанка, и на ультранастройках с трассировкой лучей и включенным DLSS в режиме баланс и генерация кадров через DLSS. Вот в этом случае мы с вами видим в среднем от 85 до 95 кадров. И это, еще раз повторюсь, на ультранастройках в Киберпанке 90 кадров. На секундочку. Такие показатели фреймрейта выдает именно включение опции турбо, точнее клавиши турбо на ноутбуке. Это можно делать просто нажимая на эту самую клавишу несколько раз, меняя при этом различные режимы, то есть офисный, баланс и турбо. И вот в турбо режиме у нас отлично выдает цифры ноутбук, но я думаю, вы тоже заметили, температура местами скачет под 90+, по некоторым ядрам. Жарковато, конечно, стоит признать, приходится ноутбуку, хоть и не критично. Однако 90+ это уже, знаете, для меня лично это такой себе моральный барьер, и я решил понизить температуру, перешел в режим баланс, нажав еще раз на эту клавишу на ноуте, или можно это сделать в приложении Control Panel, и вот в этом режиме понижается теплопакет видеокарты, и частоты на процессоре тоже понижаются. Зато температура, друзья, очень сильно снизилась. Просто смешные показатели 55-65 градусов, и это максимум, что можно увидеть в этом режиме. При этом средний фреймрейт 58-60, местами даже 65. То есть это, в принципе, заветные 60 FPS, но при этом очень низкие температуры железа. И шум от ноута тоже стал в 2 раза тише. Так что выходит такая ситуация, что у пользователя есть выбор. Если человеку нужен максимально высокий FPS и температура 90+, его в принципе вообще не смущает, то, пожалуйста, есть режим турбо, без проблем. Но если человеку не нужны эти запредельные цифры и устроит просто скромные, стабильные 60 кадров на ультра, или просто, например, запустить какие-то несложные проекты, и ему нужна очень низкая температура и шум вентиляторов тоже низкий, то вот в этом случае выбираем режим баланс, и будет вам абсолютное счастье. На связи 331.
Ну и в конце, друзья, еще давайте запустим с вами Ведьмак 3 с трассировкой. Все тоже выставляем на ультразапредельный DLSS баланс. И тут что в режиме турбо, что в режиме баланс, в среднем 60-90. Только в режиме турбо, конечно, по традиции самый высокий фрейм, там в принципе 80, возможно 90. Но и температура, еще раз заметим, 70-80. Это ниже, чем было в Киберпанке. Все же больше используется процессор именно в Киберпанке, поэтому даже в режиме турбо именно в Ведьмаке можно спокойно пройти на ноуте, не переживая за температуры. Все зависит конкретно от поставленных задач. И если в Киберпанке сильно используют движок именно процессор, то есть там большой открытый мир, то в Ведьмаке 3 или, скажем, там закрытые локации вроде Baldur's Gate или там Resident 4 ремейк, там будет не так сильно загружен процессор, и поэтому можно даже включать режим турбо. Да, есть еще режим, конечно, офисный, там самый щадящий, но я обычно использую его во время работы там за ноутом или просто если сижу в интернете, чтобы было минимально слышно вентиляцию ноута и мощность оставалась при этом приемлемой. Это очень правильное решение сделали в компании MyBandBand, что ноут имеет 3 различных режима работы. Это очень и очень удобно. Ноут действительно заслуживает внимания, особенно с учетом невысокой цены. Мой обзорчик на этом, я думаю, уже можно заканчивать. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк и делать подписку. Ну и увидимся с вами уже очень скоро. Всем еще раз удачи и до встречи на канале. Пока-пока.